Всем привет! У нас сегодня тематическая постройка, потому что это постройка, которая относится к моему челленджу, где я прохожу с персонажем новую профессию дизайнер интерьеров. И она у меня ранее, моя Ханна, жила в квартире, но квартира, которая требовала ремонта, в общем, там все капало, там была куча мышей, тараканов и всего-всего прочего. И в какой-то момент мне, в общем, надоело это дело, ее это все достало, потому что я замучилась каждый раз вызывать этого арендодателя, либо самой это все делать. В общем, как-то это все было так сложно. Я, в принципе, предполагала, что она у меня будет переезжать, и выдался выходной у нее на работе. И я такая подумала, что самое время этим заняться, пора переезжать. И я просто так ткнула в первый попавшийся дом, то есть я так не сильно анализировала, куда, как удобнее, какой дом красивее и так далее. Просто я увидела в списке городов Бричестер, подумала о том, что что-то я вообще очень давно ничего здесь не строила. Мне кажется, я здесь строила только библиотеку, но это было так давно, и неправда, точнее, правда, но очень было давно, и я уже забыла, как это все происходит. И я заметила, что вообще редко кто строит. То есть была волна, когда только вышло дополнение, и народ начинал строить всякие эти общежития, разные виды общежитий. Вот. Но потом как-то все подзабыли про этот городок. Я про него вспомнила, я заселилась в домик, мне хватило денег, впритык, очень сильно впритык. Я, кстати, не добавляла вообще никаких денег, то есть вот как у меня Ханна поселилась, сколько она заработала, при переселении я просто продала вообще всю мебель и переехала. Вот. Но домик, кстати, мне показался очень большим, неудобным. Я вот его уменьшаю очень сильно. Он у меня такой квадратненький, на самом деле, получился. Но она одна с собакой. Зачем мне так много места, на самом деле? Я не сильно люблю большие дома. Я не особо люблю, на самом деле, даже двухэтажные. Но это достаточно компактно. Мне изначально, честно, не сильно понравился. Но потом как-то я себя настроила на то, что я уже переехала. Я не хочу ее тусовать туда-сюда. Я не люблю с места на место переезжать. Я уже оставлю его, в принципе, так, как оно есть, и я смогу обустроить этот дом и сделать его достаточно комфортным для проживания моего персонажа, либо какой из меня дизайнер интерьеров, если я этого не смогу. Вот, поэтому, собственно говоря, первым делом я его уменьшила, чтобы как-то было поменьше места. Возможно, кстати, я потом его расширю, не знаю. Я пока нет у меня планов на нее, чтобы как-то ее, в общем, чтобы она семью создавала, пока она вся в карьере. А там дальше посмотрим. Хотя карьера, кстати, идет очень хорошо. Вот. В общем, поменяла еще, кстати, окна, двери немножечко поменяла. В общем, на самом деле, хорошенько я поменяла этот домик. Внутри тоже, там, первый этаж вообще весь переделала. Вот. Но он стал достаточно симпатичным. Так вот, напомню, что я ничего не добавляла, никаких денег, поэтому это видео состоит из множества кусочков, потому что я, в общем, заселила туда свою Ханну. У меня закончились деньги, когда я обставляла. Мы пожили несколько дней с ней. В общем, я поработала, еще записала серию, даже 2 серии здесь записаны на протяжении вот этой жизни и обустройство этого дома. Уже несколько раз пыль здесь скапливалась, я ее пылесосила. Вот. Но зато я обставила, в принципе, до самого конца. И Ханна у меня, во-первых, упорно работала, во-вторых, я ее заставила рисовать, чтобы быстрее это все накопить, денежек. Она у меня хорошенько, кстати, прокачалась. Она нарисовала несколько уникальных каких-то живописных полотна, которые продались очень хорошо, дорого, и которые принесли мне хороший бюджет, хорошенечко пополнили бюджет, я так скажу. Вот. Поэтому как бы немножечко будут скакать видео, потому что сначала я сделала все так по минимуму, вот чтобы Ханна могла, в принципе, здесь жить хотя бы пару дней, пока не накопятся деньги, а потом я уже решила, что доделаю. Поэтому кухня у меня сначала такая немножечко странненькая, не убогенькая, но такая очень только самое необходимое. Потом я немножечко ее расширю.
Вот. Напоминаю, что это Ханна, которая у меня работает, с которой я работаю и прохожу карьеру дизайнера интерьеров. Новые серии выходят достаточно часто, бодренько. Мне, в принципе, очень интересен этот проект. Интересно это дополнение, и это новая профессия, поэтому я с большим удовольствием все это делаю. Прохожу, сталкиваюсь с кучей проблем, если честно. У меня там периодически какие-то баги вылазят. Я гуглила их, и смотрела на YouTube, пыталась найти, точнее, их на YouTube, пыталась найти их просто в Гугле, там, на форуме. Но что-то как-то не очень. Я, конечно, не состою там во всех тематических форумах симмеров, но так на беглый взгляд не особо там кто-то пока этим всем занимается. Какие-то там распространенные баги можно найти, а вот такие, с которыми я сталкиваюсь с новым дополнением, их и нету. И приходится как-то самостоятельно из всего этого выруливать. Но не очень всегда получается, но... В общем, как-то справляемся мы с Ханной. Не всегда весело, не всегда удачно, но более-менее мы справляемся, потому что с некоторыми заказами проблемки происходят. И мне кажется, это просто немножко сыроватое дополнение, и на самом деле такое бывает, потому что как только выходит дополнение, обычно, насколько я знаю, там через короткое время выпускается обновление, и вот как раз-таки в новое дополнение вносятся коррективы. Потому что, скорее всего, они спешат, скорее всего, их подгоняют там сроки, всякие там вонючки пишут в форумах, что ой-ой-ой, быстрее, скорее, нужно выпускать новое дополнение, оно должно быть еще лучше, чем было, еще лучше. Я думаю, разработчики тоже спешат, стараются. И, в общем, из-за этого выходят кое-какие косячки. Я пока что столкнулась с двумя такими серьезными багами, такими прям непреодолимыми, я бы сказала. То есть они повлияли на мою карьеру, они не дали мне выполнить обязательства по карьере, которые я должна была, и я никак не могла это обойти, ничего предпринять не получалось. Вот, я считаю, что это как бы баг такой внутренний, потому что отсутствовали какие-то функции, либо не давалось что-либо делать, поэтому я думаю, что это что-то внутреннее, что я сначала думала, что это у меня, что с моей Ханной что-то не так, но вот я уже второй раз столкнувшись, я поняла, что, видимо, что-то не так. Может быть, не все объекты подключились, там, не всех дополнений, они как бы есть в общем списке, которые на переделку, но... Может быть, не все грамотно к этому всему подключились, и из-за этого проблем. А еще, кстати, когда я только начала обставлять свой дом, я вся такая классная, замечательная, и забыла про то, что вообще-то у Ханны есть собака. Да, у нее вот такая вот красивая, беленькая, с рыженьким собакой. Я забыла какой-то там английский что-то там. То ли сеттер, то ли кто. Короче, я забыла миску, я забыла штучку для сна, подстилочку для сна, но собака у меня в итоге первые 2 ночи спала на диване. Вот, она нашла, где поспать. Но, в общем, я, конечно же, забыла. Я регулярно, к сожалению, забываю, если у моих персонажей есть домашние животные, я забываю про них и забываю миски, туалеты, там, ставить все такое. Не знаю, почему, как-то я игнорирую этот факт. Это не делает мне чести, конечно, согласна, но что есть, то есть. Но я быстренько приобрела мисочку, и потом вот уже эту автоматическую кормежку, эту штуку, которая кормит собаку, потому что если отдельно постоянно ей насыпать, то с ума можно сойти. Я всегда всем персонажам ставлю вот эту автоматическую штуку и ставлю каждые 3 часа, и нормально. То есть любая собака, даже если 2 собаки, например, в семье, то нормально получается. Собаки долго едят эту штуку, и там, в общем, никаких забот нет. И, в принципе, еще одним аргументом за то, чтобы переехать именно в дом, была именно собака, потому что в квартире с ней нужно выходить специально. То есть ее нужно каждый раз выводить, это нужно гулять. И Ханна не всегда хотела, что-то они там одевали поводок, стояли, долго-долго стояли, потом не шли. В итоге это отнимало кучу времени. А в доме она просто выходит, сама собака там гуляет. Но тут же, правда, не сбежала.
Ханна у меня тут в расстроенных чувствах пошла, по-моему, на какой-то заказ расстроенная, но, правда, быстро вернулась собака, там, через пару часов, по-моему, там ночь прошла, и на утро она уже пришла. Вот, но все равно регулярно, конечно, сбегают собаки, нужно не забывать просто сразу звонить в эту службу, сообщать, и они как бы достаточно быстро возвращаются. Правда, они вонючками возвращаются, животные, то есть их нужно сразу стирать, их нужно сразу кормить. Ну, нормально, как бы они возвращаются, но вот эта грусть, она очень сильно портит настроение персонажам. Если у вас сильно зависит карьера от этого, то нужно это просто иметь в виду. Вот. Ну, я, кстати, заметила, что я все чаще и чаще своим персонажам добавляю постоянно, не постоянно, а как раз таки, хотя я сейчас, наверное, уже постоянно добавляю каких-то животных, потому что раньше их почему-то игнорировала, как-то мне казалось, что это лишнее. Сейчас я понимаю, что это немножко приближает к жизни, хотя я в одном из последних видео высказала мысль о том, что зачем приближать сильно к жизни, если я взрослый человек, я уже устала от обычной жизни, в том плане, что у меня тоже есть собака, я тоже с ней там, гулять, кормить, чесать, в ветеринарку отводить и, в принципе, какими-то делами заниматься, стиркой, уборкой, готовкой. И в Симсах мне не хочется так сильно подробно все это делать, но я прекрасно понимаю, что, конечно, веселее с Симсами, если вы можете какие-то бытовые вещи делать. Кстати, у меня удивление вызвало то, что когда к нам пришли пылесосы, вот это вот, я забыла, как наборчик называется, я думала, что это будет не обязательным. То есть я думала, что типа ты покупаешь пылесос, и тогда у тебя начинает копиться пыль. Ну, как со стиральной машиной. То есть если у тебя есть стиральная машина, у тебя накапливается белье. Если у тебя нету стиральной машины, оно не накапливается. Но здесь я столкнулась с проблемой того, что есть у тебя пылесос, нету пылесоса, а пыль-то накапливается. Это, конечно, очень жизненно, но очень неожиданно. Просто нужно помнить об этом и закладывать сразу в бюджет самый дешевый хотя бы пылесос. Они, по-моему, не особо отличаются друг от друга сильно. Но его нужно закладывать, потому что пройдет пару дней, и все, у вас уже пылюка, ее, конечно, можно типа как-то по-другому собирать. Ну, они там в мешочке, я так понимаю, каждую пылинку, собирают, каждый вот этот вот участок пыли. Но мне кажется, это бессмысленно. Быстрее уже купить пылесос и давать им пылесосить. Вот. Ну, в общем, я, в принципе, собирала всю мебель здесь, в домике своей Ханны. Я думаю, что оно так пока и останется, я ничего сильно добавлять не буду. Я все-таки еще сделаю зону гриля. Сейчас у меня уже, конечно же, вообще не хватило денег, но я не хотела еще откладывать этот момент, когда я вам покажу новый домик. Потому что мне он очень понравился. Вот вначале вообще мне не зашло, мне вообще типа фу-фу-фу, какой-то он вообще пустынный, непонятный дом, зачем я вообще сюда переехала. А потом я наполнила его всякими безделушками, я наполнила любимыми обоями, ковер, который... Я могу использовать этот ковер, который доступен после 5 уровня карьеры, только для своих нужд. Я не могу его использовать у своих клиентов, и это, это обидно, потому что я думала, что я везде буду его добавлять, потому что классный этот ковер. Я себе в жизни такого хочу. Я часто об этом говорю, что я что-то хочу в жизни, но это реально. Он такой стильный, такой... Знаете, вот он вроде нарядный, но вроде повседневный, и он к всему подходит, у них такие цветовые решения очень удачные, потому что там нету каких-то слишком ярких цветов, но там есть разные цвета. В общем, этот коврик — это просто моя любовь. Я была бесконечно рада, когда он у меня появился. Единственное, что вот меня, правда, расстраивает, что я не могу его ставить своим клиентам. Мне немножко обидно. А еще я хотела в ванной поставить бамбуковую стену такую сделать, но оказывается, бамбук очень дорогой. Я, может, чуть попозже сделаю. Мне нравится, когда в ванной, если 3 бамбука поставите, перед ними ванна, мне кажется, ты такой лежишь в ванной, как в тропиках. Мне кажется, это прикольно. В общем, вот такой вот домик у меня получился. Я надеюсь, вы оцените. Кому будет интересно, конечно же, заходите, проходите с нами дизайнер интерьеров, новую карьеру. Мы там уже нашли до 7 серии. Мы уже хорошенечко продвинулись. Уже, по-моему, 6 уровень.
у моей Ханны. Ну уж когда вы будете смотреть, он уже будет уже у нее выше, я надеюсь. Ну, мы хорошо идем. У нас было пока что всего парочку провалов, которые сильно повлияли на репутацию, подпортили. Но мы из них выровняли. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!